Всем привет! Рад видеть на моем канале. Извиняюсь, что долго не было видео, потому что я работал. Как видно, что двигатель уже снят с Audi. Двигатель будет другой. Вот он лежит, двигатель лежит, блок. Ну, тоже тут минимальный, как капремонт минимальный. Под замена кольца замена, то есть все. Говорится, вот замена колецок, еще и обратно сборка. Ну, как говорится, поменял тут коробку, поменял, другую поставил коробку. Вот, все вам видно. Коробочка. Полуоси поменял, поставил. С этой вместе с коробкой поставил. И вот. Ну, когда двигатель снят, гораздо проще снять полуоси снять. Говорится, ну, хотя вы знаете, что откручиваем сначала тут одну центральную гайку откручиваем. Ну, понятно, с двух сторон. Говорится, все, гайку открутили, все, сняли. Ну, может или может болт стоять, или гайка. Ну, без разницы. Открутили, короче, когда. И то одно условие, когда двигатель стоит вместе с коробкой. А если уже если двигатель снят, уже будет плохо. Может, говорится, не открутится гайка. Говорится. И двигатель сняли, там открутили гайки. И вот по кругу откручиваем тут на шрузе, на шазах. По кругу откручиваем, болтики откручиваем. И так, говорится, с двух сторон. Откручиваем, все. И потом берем так и через вверх достаем. Гораздо удобнее. Не надо стойку откидывать там шаровые, потом снимать шаровый наконечник, чтобы не мешало. А так гораздо проще. Потом вот поменял подушки, двигатель поменял, вот. И там коробки поменял, подушки двигателя. Потом вот реечку тоже поменял. Поставил другую рейку без гидроусилителя. Потому что сказали так поставить. Поставил. И то гораздо тоже ее. А тоже ничего сложного нету снимать. Когда двигатель снят. Гораздо проще снят. Вот. Тут два болтика. Раз, два откручиваем. И на стойках откручиваем наконечники. И достаем съемником. Все, сняли. Потом, чтобы снять саму, надо снять карданчик, если вам видно, вот там есть карданчик, есть, откручиваем и достаем через салон карданчик. Тут у нас раз болтик, два болтика. Тут откручиваем болтики. И тут один болтик откручиваем. И все. И вот так берем, потихоньку достаем, чтобы ничего не мешало. Проводка, шлангики, ничего. Потом вот поменял тут, поставил вакуумник поставил. Может, тут не стоял вакуумник, стоял совсем другая система через гидроусилитель. Только тут ставится какой-то бочонок ставится и через гидроусилитель. Но он, говорится, немножко, можно сказать, хероватенький. Там надо, он прокачиваешь, но какое-то время хватает, но ненадолго хватает его, как говорится. Потом вот, если вам смотрели мои видеоролики, говорится, что он говорил по поводу этой аудюшки, что внутри была ржавчина говорится. Ржавчину все убрал, прошелся цинкарем, а потом грунтом специально прошелся. Там, где была ржавчинка. Начало этим, как называется-то, забыл, вылетел с головы. Цинкарем его прошелся и промазал. Ну, тут можно, в принципе, кисточкой промазал и все. Обильно и все. И сейчас она сохнет еще пока что. Говорится, ну вот, говорится, банка, говорится, грунт, эмаль. Алкидный, антикоррозийный. Преобразователь, грунт и эмаль. Самое то нормально, говорится. Сейчас вам покажу, какая поршня стояла на двигателе. Вот она поршня, как говорится. Ну, это еще, говорится, самые первые поршня. И кольца уже мененные. Но все равно они будут меняться, потому что, когда доставался, кольца не отходят. Как не пробовал, говорится, в трех говорится, поршнях кольца смог расслабить, чтобы они уже как должны выскочить быть. А в этом, если видно, если посмотреть внимательно, видно, что это колечко как-то не отходит. И тут когда начал колечко только разводить, чтобы они разошлись, лопнуло. Но это, кажется, уже под замену, потому что они, говорится, хана им. Вкладыш, все нормальный. Сейчас покажу, какой вкладыш.
как говорится, вкладыши. Хозяин, типа, машина сказала, все нормально. Если вам видно, вот, вкладыши еще нормальные. Типа, если посмотреть, да, аудюшные вкладыш 03470, что написано. Ну, блин, я где-то не вижу, какой ремонт, 0.25 или 0.15, или еще 0.50. Что-то не видно. Если не видно, значит, может, даже еще родные стоят. Ну, короче, грубо говоря, что еще, можно сказать, что родные стояли. Но этот двигатель мало ездил, но он, короче, перегорел. Вот, тут все грязно, конечно. Сейчас, подождите, я чем-то протеру. Говорится, ну, вот трохи протер, но это грязь, но видишь, вкладыши еще нормальные. Вкладыши. Это шатунный вкладыш. Так, немножко помыл, немножко это продул, промыл немножко. Вот насосик масляный тоже помыл его троху. И потом все. Потом тут еще на машине менял педальный узел, менял. Говорит, сейчас покажу педальный узел. Ну, педальный узел стоит, как говорит, в чем состоит. Вот, и кронштейн идет, сцепление, тормоз. Там, говорит, откручивается пара ступорков. Все видно. Сейчас. Еще немножко не высохло. Все липкое нахрен. Ну, если у меня вот, если вам видно, цилиндрик сцепления нажимное, который нажимается. И говорится, вот, тяга идет там. Сбоку ступорочкой откидываешь, все. Говорится, ничего сложного нет. Главное, не спешить, все будет нормально. Потом кулису поставил, другая коробка, еще другая кулиса должна стоять. Ну так, вроде ничего сложного нету. Говорится, ну вот, сейчас идет, говорится, головешка идет от этого двигателя другого, но мне кажется, ему хана, говорится. Я вам разверну, покажу. Вот она сейчас будет разбирать, притирать, но если есть другая головешка, поставить другую головешку, поставить и все. И не маститься с ерундой. Ну, в принципе, можно другую головешку разобрать. Так, посмотреть, если не надо протирать. Ну, лучше желательно лучше притереть, поменять те колпачки маслосъемные, чтобы уже наверняка было, и все. Вот такая головешка, все вам видно. Ну, конечно, распредвал немножко уже подъезженный, уже немного. Подъезженный. Ну, я скажу хозяин тачку, такие дела. Он сам решает. Я то соберу, говорит, ну это сам решает. Говорит, надо еще будет поддон помыть. Коллектор трохи продул, помыл изнутри. Все, вот плавушка, ну вот такие пироги, как говорится. Вот еще раз покажу. И тут вот, если видно гильза, даже вот видно, что есть ржавчинка. Но еще было гораздо больше было ржавчины. Полностью до конца была вся ржавая, были эти гильзы. Были. Так, трохи прошелся секретным способом. Ну, вроде должно быть нормально. Говорится, ну так ничего сложного нету с ГРМ. То есть, такая пироги. Ну вот, типа.